Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня я украшаю торт, мужской торт. Украшать буду белково-заварным кремом. Торт в виде книги с таким легким упоминанием стиля гжель на моем торте. Торт покажу и расскажу, как украсить именно самыми простыми насадками в очень короткий период времени. Все покажу и расскажу подробно в данном видео. Торт я покрыла уже белково-заварным кремом. Крем итальянская меренга, белково-заварной крем. Как он готовится, есть подробные видео на моем канале. Ссылку оставлю в описании. Здесь я развела уже гелевый водорастворимый краситель в холодной кипяченой воде и распыляю эту жидкость с помощью аэрографа на все бока данного торта. То есть впоследствии я сейчас буду обозначать здесь страницу этой книги. Торт в виде книги. Слегка также прокрашиваю поверхность самого торта сверху. Вот этого достаточно. Вытираю все салфеткой. Одноразовое кухонное бумажное полотенце очень хорошо впитывает эту влагу. Всегда ими пользуюсь и вам советую тоже. Торт у меня здесь 33 на 26 сантиметров. Бисквит я готовила в предыдущем видео. Внутри у меня американский бисквит на горячем молоке. Как он готовится, ссылку я оставлю вам в описании к данному видео. Сейчас я беру обычную силиконовую кисточку, омакиваю ее постоянно в вот ту жидкость, которую я приготовила для аэрографа. И каждое свое движение этой кисточкой я сначала сопровождаю вот этим омакиванием в эту жидкость. Потому что если мы этого не будем делать, естественно, у нас пойдут разрывы на белковом креме. Крем очень воздушный, он содержит в себе много таких мелких пузырьков, которые мы не видим, и его нужно как бы пригладить. Здесь я немножко вышла за пределы вот этой вот странички, но потом у меня все это закроется уже орнаментом. И очень аккуратно, лучше это делать сидя. Таким образом проходим все странички. И в принципе тут странички у меня готовы. Также сейчас я протираю все одноразовым бумажным кухонным полотенцем, всю подложку для торта. И сейчас уже буду делать бордюры. Вот такой торт у меня получился, заготовка. Внутри творожный крем. Есть тоже подробные видео. Базовый такой рецепт сливочно-творожного крема и малина. Смотрите, окрасила крем синий. Это у меня цвет морской синий, он называется, от фирмы Rainbow Dust. Из пакета, из кондитерского мешка я делаю такую как бы полосу и заполняю оставшееся пространство кондитерского мешка просто белым кремом. Кондитерская насадка здесь у меня номер 13. Самая маленькая звездочка открытая 3 мм. Вот эту полоску с окрашенным кремом я держу сверху, чтобы орнамент у меня постоянно был прокрашен вот этим темно-синим цветом. И делаю бордюры. Той же самой насадкой я также делаю бордюр на страницах сверху. Делается он очень просто и смотрится всегда очень эффектно. Делаем завиток влево, завиток вправо. И всегда не забываем, что вот эту линию с окрашенным кремом держим сверху, если мы хотим, чтобы она у нас была сверху. Хотите сбоку, держите ее тогда сбоку, но положение вот этой линии мы не меняем, когда мы держим кондитерский мешок. Сейчас я буду делать закладку. Здесь я уже сменила насадку кондитерскую на 8 мм открытую звездочку. То у меня была кондитерская насадка 3 мм открытая звездочка. Сейчас я взяла обычную насадку 8 мм. Она у меня без номера, но она, как правило, продается в любом наборе, даже для начинающего кондитера, в любом кондитерском магазине или же в обычном отделе обычного супермаркета, где отдел для выпечки. То есть это одна из самых часто используемых насадок. Цифры я уже из мастики заготовила заранее, просушила их.
и укладываю сейчас их на торт. И потом впоследствии я их слегка еще сверху покрою кондурином. Но это когда я уже листья буду делать. Сахарную картинку я располагаю на второй странице с пожеланием отцу от детей. И насадкой также 3 мм открытой звездочкой, оставшимся кремом, я обрамляю всю сахарную картинку. Сахарная картинка у меня готова. Теперь я перехожу уже непосредственно к узорам. Здесь я развела опять же гелевый краситель, вот этот морской синий. Он потемнее, чем небесный синий, и развожу его также в холодной кипяченой воде. Беру обычную кисточку, ворс у кисточки синтетический, и рисую незамысловатые такие вот завитки. Здесь у меня обычная насадка изогнутая роза. У меня на первой розе просто камера не сфокусировалась. Здесь делаю такое небольшое основание. Изогнутая роза 2 см на выходе. Розы я не делаю высокими, потому что книга, она все равно не предполагает на себе высокие украшения. Вообще торт-книга – это всегда более что-то плоское. И здесь делаем также по принципу бордюра. Также я полоску синего крема отсадила в мешок в кондитерский и заполнила его белым кремом. И таким образом у нас получаются лепестки у роз с синей окантовкой. Делаю такие розы как бы в напоминании о стиле гжель. Здесь я делаю 3 розочки внизу. Розочки такие делаем самые простые, округлые, так же, как и есть это на гжельском фарфоре всегда. То есть в гжеле розы, как правило, такие очень округленькие, очень обычные. И ставим их на торт. Внизу у меня будет 3 розочки и по розочке еще сверху, с каждого края. Здесь этой же насадкой роза я делаю такие бутончики. Этим же самым кремом. То есть они смотрятся вот именно в напоминании, как на гжельском фарфоре. Теперь делаю еще по розочке сверху. Камера здесь у меня, к сожалению, плохо сфокусировалась, но я думаю, смысл здесь понятен. Накручиваем основание, делаю такую небольшую подушечку из этого же крема. Здесь я не использую рисовые конусы, потому что не считаю нужным. Очень они такие низенькие, эти розочки, и конусы здесь, на мой взгляд, ни к чему просто. Устанавливаю также эту 5-ю розочку. И, в принципе, все розы у меня уже готовы. Также дополняю бутонами. Здесь насадка листик номер 70, 10 мм на выходе. Листья я оставляю белыми, и потом я сделаю у них кондурином еще золотые окантовки. Это я покажу позже. Теперь я дополняю как бы вот эти вот веточки, прорисовываю, потому что многие из этих веточек у нас просто скрылись под листьями, и поэтому дорисовываем то, что нужно здесь. Здесь я срезала кончик у кондитерского мешка, цвет тот же самый, морской синий, и делаю как бы капельки такие. Белковым кремом они делают сложнее, чем из айсинга, потому что он имеет такую упругую форму, но все равно что-то получается. Теперь я развела кондурин в водке, и разводила я его так достаточно густо, чтобы он у меня не тек с этих листьев. И также я слегка прокрасила кондурином сверху цифры. Если же вы будете также вот окрашивать кондурином, водка испаряется, то есть на белковом креме она никуда не потечет. Можно было бы оставить книгу вот в таком
голубом нежном тоне. Но зная характер именинника, я просто не сочла нужным оставлять торт в таких умилительно голубых тонах и все-таки покрыла его кондурином сверху из аэрографа. Кондурин, естественно, я развела в водке. Также можно кондитерским спреем на спиртовой основе, также кондуриновым спреем его покрыть. И вот так я как бы состарила странички, но можно, как я уже сказала, оставить и в таком голубом цвете. Я также добавила немножко золотых бусин. И вот такой торт у меня в итоге получился. Торт примерно 3,5 килограмма, то есть торт небольшой достаточно. И торт с напоминанием стилек жель. Торт, как я уже сказала, делается совсем несложно. Торт делается самыми элементарными кондитерскими насадками. И я думаю, что каждый с таким тортом может справиться. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.